Добрый день. Здравствуйте. Паровая? Да. Угу. Пристегнетесь? Сколько по времени займет? 10 минут. Мне бы побыстрее, главное. Нашу скорость регулируют светофоры и ограничения скорости. Дилер вот так ждет. Дилер? Стесняюсь спросить. Автодилер. Просто слово такое. Не-не-не. Автодилер. Хоть и выходные, но пока только такой дилер. Я понял. Точнее, я сделаю вид, что я вас не понял. Автодилер это... Ну да, надо машинку забрать свою уже. Сколько можно ездить на такси? А что с ней? Да ничего, в принципе. Вот пригнал просто из Германии машину. Должны были поменять. ТО отвез. Ну а как это самое... Сейчас с ремонтом-то чего автомобилей? Да, у меня-то все в порядке с ремонтом. У меня проблем нет. У меня-то вот как раз были проблемы. А чего за проблемы? У вас вроде машина новая, нет? Так именно из-за того, что машина новая и логистика по запчастям клакнула, и я знаю. У меня так брат в Финляндии живет. У него как бы там недвижимость уже несколько лет. Мы как бы такой маленький семейный подряд организовали. Сейчас тушканим здесь запчасти, масла, все, что можно. Как вы в Финляндии? Брат в Финляндии брат же. Я думаю, я как здесь, а брат там. У вас, короче, мостик. Но у нас экспортозамещение. Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Экспортозамещение. Ну а как, если правительство говорит, что надо как-то на местах решать этот вопрос, вот мы решим. Не, ну а что, здесь ничего такого нет. Правильно делаете. Да. Под ваши тоже возим. То есть вы не только под европейцев? Не, конечно. Сейчас все можно везти, господи. Кто-то через Турцию везет, кто-то через Китай. Но нашли как бы через Финляндию, в принципе, без проблем. Чуть-чуть себе там комиссию ставим, но это все равно будет дешевле, чем сейчас у дилеров. Плюс у дилеров сколько вы будете ждать? Ну, я тоже привез свой Мерс туда. Вроде все, машина нормальная. Приехал к дилеру, они мне говорят такой ценник, я говорю, нет, давайте я свои запчасти привезу. Ну, она у меня как бы вроде как новая, но в принципе у них по регламенту можно. И все, свои запчасти, только за работу, за рабчасы. И то как бы им каждый день названивал мастеру их, чтобы он побыстрее, чтобы хотя бы на эти деньги не попадать. Ну, видите, вам хорошо, у вас есть кончик, так скажем, а я вот на эту искал. Я даже у дилера не нашел, мне привозили тоже там через 20-е руки и за какие-то, бешеные бабки. А что искали-то? Колодки, передние, задние. Так это же расходник, что проблем найти колодки? Не было колодок. Мне предложили колодки в этом самом, в одном там корейском тоже дилере за 117 тысяч рублей одни передние. Я сказал, вы что, прикалываетесь? И я искал 2 месяца и нашел колодки. Они мне встали по 16 и 15 тысяч передние и задние. Слушайте, ну на вашу, я не знаю, я бы вам привез бы за 11 без проблем. Видите, поздно сели, видимо, в мою машину. Я, на самом деле, может быть, и купил бы впрок еще, судя по тому вообще, что происходит, я бы, может быть, еще купил. Знаете, сейчас впрок покупают масло, вот все, что уходит с рынка. Да. Знаете, там, кто там ездит на Ниссанах, так у меня даже некоторые клиенты себе покупают коробки, потому что, у Ниссанов это самая такая явная, вот эти вот вариаторы, они же летят. Вот я тоже недавно буквально человеку вариатор привез за 120 тысяч, если на рубли перевести. 120 тысяч для вариатора, хотя здесь дилер до кризиса просил 180. Кому это будет интересно? А расходники-то они всегда уйдут. Да, согласен. Поэтому вы смотрите, вам-то, может быть, еще что-то, коль уж я у вас здесь сел.
Я бы колодки бы, если бы можно было бы, еще бы купил, если бы по цене по такой нормальной, по 11 рублей, я бы купил себе на будущее еще по колодки, диски тормозные, фильтра. Ну, фильтра, да, наверное. Ну, если вы не хотите, конечно, Невский фильтр в свою машину новую ставить, который вам все там засрет. Я не хотел. Так а как вы, ну хорошо, если вы можете привезти, то давайте везите, привезете, я возьму у вас. Ну, единственное, у нас такой нюанс, что мы работаем по предоплате. Где-то 60%. Ага. Я беру, то есть вы мне можете либо наликом, либо переводом на карту, потому что мне же нужно как бы валюту купить, брату это все переправить, потому что сейчас же, вы же знаете, там с банками все это очень тяжело, мы с ним встречаемся где-то примерно там раз в 2-3 недели, он сюда приезжает, я ему наликом отдаю. Здесь, знаете, иногда такие запросы, что валюту побегаешь по городу поискать, потому что это невозможно. Ну вот я все равно с предоплатой прям не уверен. Если бы вы привезли сюда, я бы купил. Слушайте, я уже эту тему пробовал. Я потом встревал на деньги из-за этого, потом на Авито выставлял эти запчасти. Не выкупали вы? Не выкупали просто. Не, ну если мы с вами договоримся, я все-таки, скажем так, мы джентльмены, можно поверить. Ну, я понимаю, что может не на слово, но я... Мы же с вами просто вот общаемся буквально первые 3 минуты. Как бы это... Так-то было бы, конечно... Я вижу, что вы вроде как нормальный, адекватный человек. Работаете за рулем, как бы все прекрасно понимаете, но как бы без предоплаты это, знаете, тяжеловато. Если вам просто что-то нужно, вы мне можете накидать каких-то запчастей. Я вечером по прайсу посмотрю, у меня все прайсы распечатаны с сайтов, с финских. То есть они обновляются где-то раз в 2 недели. Вот. Я смотрю, назначаю вам итоговую сумму, делаю смету такую, вам пересылаю, вы мне предоплату скидываете, и где-то через неделю, через 2, как бы у вас все запчасти приезжают, и все, мы с вами встречаемся, отдаете мне остаток денег, забираете запчасти. Ну, надо все-таки, даже не знаю, мне тяжело такие вещи делать, если честно, с этими предоплатами, со всеми. Я готов, вот, вы привезли, условно говоря. Понимаете, тут как бы, если бы я работал без предоплаты, да, то мне бы проще было бы где-нибудь на Юноне бы точку тогда открыть и там все это реализовывать. Потому что свой прайс я знаю, понимаете? И там будет как бы, я знаю, что я все равно за эти деньги в итоге все эти запчасти продам. Ну, мне это не надо. То есть мне надо там, это же, знаете, аренду, чтобы подписать, надо ИП, налог, аренда, продавец. Ну, зачем мне это надо этим заниматься? Когда я вот с телефоном пришел, мне скинули, я отправил, и все. Ну, я вас понять тоже могу, ну и, соответственно, свою-то сторону тоже вы поймите, что бывают тоже, и вот вы говорите, у вас не выкупают, а бывает и наоборот, что... Ну, сейчас человек в WhatsApp написал, видите? Да. Вот, ищет зимнюю резину. Ну, казалось бы, вроде как сподхватился, уже как бы... Не, ну почему, еще снежок? Давно, ну как бы вот с утра мне написал, скинул предоплату, и все. Я уже брату отписался, он сейчас вот ее выкупит и все привезет. Блин, не знаю, что-то меня... Все эти, говорю, предоплатные вещи... Не, я же не уговариваю, просто вы пойдете потом, вот так же, как с колодками, будете искать все остальное. А вон даже сейчас каска ремонтируют, какие-то китайские запчасти ставят. Ну вам это надо? У вас машина хорошая, новая, как бы все. Я понимаю, что она крепкая, но она же не вечная. Это железка. Ну, согласен. Не, ну то, что нужны те самые... Запчасти впрок нужно покупать при нынешней ситуации, это 200%. Это я и сам понимаю прекрасно. Другое дело, что... Тем более сейчас на самом деле все продавцы ориентированы на китайский рынок. Вам привезут, вы даже будете не знать, что это не оригинал. Есть такое. Ну, привезут какую-то китайскую фигню, там, сайлент-блоки какие-нибудь китайские. У вас подвеска развалится через месяц по нашим-то дорогам. Вам это надо? Задумался, не еду под стрелу. Ну да, наверное. Здесь нормально будет?
Да, конечно, здесь нормально. Ну, все-таки, если вы вот привезете, и она будет передо мной, я ее куплю запчасть. А вот так вот я не готов, скажем так. Вы уверен? Может, хотя бы телефон запишется? Да, ну нет, я не буду предоплату делать 100%. Ну, вот я не готов. Просто смотрите, я сейчас выйду, и как бы вы упустите просто свой шанс, будете вот потом переплачивать втридорога. Ну, пусть будет как будет. Сейчас, по крайней мере, у меня колодки есть. Ну ладно, Да, смотрите. хорошо, счастливо. Всего. До свидания. Я, конечно, не уговариваю, но, блядь, будут проблемы, так что давай мне предоплату. И я с этой предоплатой поеду на Мальдивы. Или куда-нибудь на Бали. А ты будешь как лох сидеть здесь и вспоминать меня, как тебя на... Я говорю стихами. Ха-ха, какого мастерства я достиг, работая за рулем этого чуда-пепелаца. Я так не люблю, когда начинают вот это разводить. Да слышь, да мышь, да вот, да надо, да ты смотри, да прям тебе на роже написано, что тебе надо. Да я сам нахуй знаю, что мне надо. Но вот так отдавать бабки всем дядям, да, а потом бабок не хватит на теть и даже на жену, вот это уже будет печалька. Тем более сейчас все пользуются этими трудными моментами, начинается опять там волна разводов. Вот этого нет, давайте, блин, сюда, давайте там, не знаю, вот сейчас дисконт на квартиры, давайте 5 по цене 3, покупайте, срочно переводите, 300 миллионов, сейчас мы все решим, потом на этом самом, на ковре-самолете куда-то в теплые края, которые не выдают никого, и все, и привет. И будешь сидеть потом щелкать одним местом, блин, вспоминать. Как было круто, когда у тебя были бабки, блин. Я не готов. Может быть, я, опять же, говорю, профдеформация, я перестал доверять людям, но нам нужно. Скажем так, если бы я реально сейчас, у меня был период с этими колодками, если бы у меня сейчас реально был бы момент, что я так бы их и не нашел, я бы, наверное, все-таки рискнул. Там десятка — это не те бабки, которыми там, ну, нет, тоже те бабки, ну, я бы рискнул. А сейчас, когда у меня есть колодки, я подожду, может быть, у нас все и поменяется еще. Хрен его знает. Чудеса же где-то там случаются. Может, они и к нам сюда спустятся. Может, у нас так все поменяется и все станет сразу нереально круто. Шансов немного, но все же. Пишите. Пишите, Женек, ты сказочник, фантазер и так далее. Все у нас будет не круто. Поэтому проявите свое счастье, блин, и колодки запасные тоже. Пишите, а я поехал дальше. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.